Всем привет! С 2009 года 4Runner не получал полноценное обновление. Какие-то замены фар, вот эти фейслифтинги мы не считаем. О чем это говорит? В какой-то момент Toyota очень хорошо попала в целевую аудиторию и сделала для рынка то, что в течение многих лет пользовалась спросом. И вот в 2025 году мы имеем обновленный 4Runner. А у нас сегодня на тесте еще и комплектация Trail Hunter. Toyota сама позиционирует этот автомобиль как экспедиционник, чтобы вы могли ездить на дальние расстояния, ничего не добавляя и не доделывая. Они сразу дают вам готовый автомобиль ко всему. Есть моменты, о которых они забыли, либо по каким-то причинам не сделали, и попозже мы об этом поговорим. Новая рамная платформа TNGA AF – это то же самое, что у Toyota Tacoma и Land Cruiser 250. Сейчас будем говорить про двигатели, и я думаю, что это боль многих, кто любит этот 4-литровый V6. Но давайте будем объективными в обе стороны. И я объясню вам, в чем плюс и минус новой силовой установки. Друзья, хочу порекомендовать вам полезный инструмент Boscom P180. Это компактный тестер для быстрой диагностики электрики в любом автомобиле, от старых машин до современных моделей. В комплекте идет сам тестер, удлинительный кабель, зажимы для подключения и тон-трейсер для поиска обрыва проводки. Все уже готово к работе, подключили и пользуйтесь. Покажу самую простую, самую базовую функцию – проверку питания 12 вольт. При наличии Boscom P180 все максимально просто. Подключаете прибор к аккумулятору, касаетесь щупом нужного контакта, и он сразу показывает, есть 12 вольт или нет. Это одна из базовых проверок, а возможностей у прибора гораздо больше. Например, прозвонка проводки, проверка массы, тест предохранителей, поиск обрыва по звуку с тон-трейсером, проверка реле и другие. Дополнительно есть защита от короткого замыкания, чтобы не пострадала электрика. Прибор подходит автоэлектрикам, механикам и обычным владельцам, чтобы быстро понять, где пропало питание, рабочая ли цепь и что происходит с проводкой. Ссылку оставляю в описании. Вещь точно полезная и не раз вам пригодится. Звучать так, как V6, новая силовая установка возможности не имеет. Это факт. 4-литровый V6 это максимально технически простой двигатель. Соответственно, простота равно надежность. С этим тоже никто не будет спорить, но мир идет вперед. И на сегодня это гибридный 4Runner 2,4 литра, турбо-четверка плюс электромотор. Компонуется все это 8-ступенчатым автоматом и выдает это все нам 326 лошадиных сил и 630 момента. Никакой 4-литровый V6 даже близко не давал тех показателей. Плюс ко всему максимальный момент мы получаем уже с 1700 оборотов. А это тяга на низах. Это именно то, что раскрывает максимально потенциал таких автомобилей. Поскольку у нас гибрид, само собой, расход будет лучше, чем на 4-литровом V6. По паспорту примерно на треть. Почему говорю по паспорту? Потому что фактически эти автомобили расходуют, как правило, больше топлива. 24-25 миль на галлон, это порядка 10-11 литров на 100 километров. Максимальная буксировочная масса также увеличилась на целую 1000 фунтов. Раньше это было 5000 фунтов, сегодня это 6000 фунтов, примерно 2700 килограмм. Для экспедиционника буксировочная масса, я думаю, не надо объяснять, какое значение имеет. Подключаемый полный привод с понижающей передачей. Электронная блокировка заднего дифференциала. Multi-Terrain Select от Toyota. Это когда вы просто выбираете тип покрытия, электроника уже полностью подстраивается и помогает вам. Travel Control. Это то же самое, что круиз-контроль на обычных автомобилях, но уже на бездорожье. Когда автомобиль медленно едет, вы управляете только рулем, все остальное он делает за вас. Отключение переднего стабилизатора. Ну а когда нам мешали хода подвески? Это всегда приветствуется. И казалось бы, что еще нужно, чтобы проезжать где угодно. Но почему-то многие не упоминают о том, что здесь нет блокировки переднего дифференциала. А для заядлых любителей бездорожья это может быть очень важной функцией и влиять на то, хотят они купить автомобиль или нет. Поэтому имейте в виду. Усиленные амортизаторы с выносными резервуарами от ARB. Важно, от ARB они не просто какую-то ноунейм компанию взяли и что-то воткнули. Они сотрудничают с фирмами, которые имеют статус в мире оффроуда и которые занимаются оснащением автомобилей. Это амортизаторы, которые готовы к долгой нагрузке, не снижая своего потенциала, потому что они
хорошо охлаждаются и готовы пилить, пилить и пилить, что еще нужно для экспедиционника. 33-дюймовые шины на 18-дюймовых дисках. Средней агрессивности резина, то есть она такая универсальная, чтобы вы могли ездить и где-то на бездорожье, и просто по городу. Если кто-то захочет высокий уровень агрессивности, абсолютно такую бескомпромиссно бездорожную резину, то само собой комфорта от нее будет в городской среде меньше, и они поставили что-то среднее, чтобы, если люди захотят, то уже сами выбрали крайности. Говорить, что в городе вырос комфорт по сравнению с предыдущим Forerunner, как будто даже бессмысленно, это какое-то спасибо за правду. Этот автомобиль теперь не бескомпромиссный. Раньше он был исключительно для бездорожья и на асфальте был каким-то чужаком. Сегодня же это комфортно. Я абсолютно уверен, это хорошо на каждый день. Этим автомобилем будет удобно пользоваться, так сказать, в рабочие будни. Но не обольщайтесь, это не обычный паркетник, и, естественно, характер рамного внедорожника здесь присутствуют. Какие-то крены и качка, она есть. Вопрос в том, насколько этого много. Сейчас по асфальту шины ведут себя просто идеально, учитывая, что они не исключительно для ровного покрытия. Шума от них не так много, я бы даже сказал минимально. В целом шумоизоляция хорошая. Единственное такое замечание, этот автомобиль любит как будто бы на высоких оборотах ехать. Дорожный просвет в сравнении с обычной версией Forerunner, естественно, также увеличен, 9,2 дюйма или порядка 23 сантиметров. Угол въезда 33 градуса, угол съезда 24 градуса. Достаточно хорошие показатели. И снаряженная масса в 2,5 тонны. Стартует новый Forerunner вообще от 40 тысяч долларов. И у нас самая дорогая комплектация, самая заряженная, это 69 тысяч долларов. Все компоненты, которые здесь используются, они поставлены не чтобы просто их поставить, они действительно коллаборируют с какими-то брендами и делают хорошее сочетание качества материалов. Ты держишь приятный руль, все выглядит очень брутально, очень накачано все тестостероном. Само собой, никаких суперматериалов в виде дерева, напы или чего-то еще здесь нет. Все максимально просто, чтобы облить шлангом, почистить, но при этом чувствовать комфорт. Померяем разгонную динамику, спорт-режим. Поехали. Два и 7, 30 миль. 7,99. Слабенько, 2 человека в машине. Это имеет, я думаю, какое-то значение. И пробуем еще раз. Сейчас вроде получше. 2,58, 30 миль. 7,98. Из 8 секунд вы точно спокойно будете выезжать. Я думаю, никакие рекорды ставить не надо, но для города это более чем достаточно. Два 53, 30 миль. 7,85. Посмотрите, как эта огромная гора смотрится рядом с человеком 183 сантиметра ростом и достаточно немаленькой комплекцией. Если мы говорим про обычный Forerunner, то мы знаем, какая у него силовая установка, там коробка и так далее, и уже примерно понимаем, что мы можем получить. Плюс у обычного варианта есть 7 мест, у нас 7 мест нет, но чем же именно Trailhunter отличается и за что вы будете переплачивать? Я думаю, что 69 тысяч долларов цена не маленькая, но некоторые конкуренты дают за эту же цену меньше. Как это ни парадоксально, хотя это Toyota, а у Toyota свой статус все-таки имеется. При всем при этом Toyota достаточно уважаемый бренд во всем мире, это не какой-то no-name Лисян. И, соответственно, ее остаточная стоимость всегда будет на очень хорошем уровне, в какой бы стране мира вы ни находились. С завода установлены силовые стальные пороги Rock Sliders. Они не декоративные подножки, а сделаны именно для защиты порогов от камней или любых других предметов,
которые могут повредить порог. Алюминиевый экспедиционный багажник, также от ARB, это очень важно, это хорошая фирма. И на него можно устанавливать статическую нагрузку до 318 килограмм, то есть любая палатка, все, что вы захотите, вы сможете туда установить, практически никаких ограничений нет. Но динамическая нагрузка будет ограничена 75 килограммами. Заводские металлические пластины Skid Plates, они располагаются спереди, под раздаткой и под баком. Колесные арки увеличены, пластиковые. И что очень важно, они не просто приклеены, их крепление происходит за счет болтов. На некоторых же автомобилях пластиковые расширители просто приклеены на клей. Хорошо это или плохо, решать только вам, но мне кажется, у болтов надежности побольше. Противотуманки от Rigid ставят сразу качественное освещение, плюс световую панель можно изменять по цвету. Она может быть белой, желтой. Это удобно в зависимости от тумана, снега или пыли. В общем, как только вы начнете этим пользоваться, вы поймете, что это не просто так сделано. Здесь у нас есть фонарик. Никакой практической пользы от него, наверное, особо нет. Но если у вас вдруг все село, хотя как вы в экспедицию поехали, у вас все село, то вот здесь он встроен. На удивление, рулевая колонка полностью с электрорегулировками, и поэтому память у нас не только сидений, но и рулевой колонки, что очень приятно. 120 вольт, у нас две розетки по 120 вольт на втором ряду и в багажнике, то есть есть инвертор, и вы можете играть в компьютер, сушить волосы феном и все что угодно. Для этого автомобиля это не прихоть, а необходимость. Черный потолок, естественно, для практичности, и нет никакого люка. Беспроводной Android Auto, Apple CarPlay. Новый дисплей работает достаточно хорошо, отзывчиво. Это не то, что раньше было на Тойотах, намного интереснее, есть какие-то настройки. Он большой. Плюс здесь же у нас колонку мы можем отдельно снять, потом ее назад поставить. Двухзонный климат-контроль. Они оставили много физических кнопок. Камеры кругового обзора. Сразу скажу, что качество достаточно плохое. Углы наклона, это все, что нужно. И разные виды, откуда мы можем смотреть. Это, естественно, будет помощником для вас, но хотелось бы чуть лучше качества в 2025 году. Сзади места не так много, как хотелось бы. Естественно, из-за полного привода у нас здесь такая ступенька, но она не очень большая, хочу заметить. Но места вот для ног фактически не так много. Здесь не так может быть свободно. Подлокотник с подстаканниками. Также подстаканники есть в двери, то есть это не единственные подстаканники для задних пассажиров. Это продумано. Угол наклона спинки мы можем менять. Два USB Type-C. И 120 вольт. Я думаю, что в таких автомобилях третий ряд вообще не нужен, но кто-то говорит, что это недостаток, и он нужен. И у меня просто вот такой логичный, резонный вопрос. Ребята, которые постоянно ездят в экспедиции, скажите мне, если вы везете 7 человек, а куда вы весь багаж вот это все складываете? Огромные объемы, когда вы едете, особенно на долгое время. Задняя часть, красиво или нет выглядит, пишите сами в комментариях, это вам на оценку. При определенных сценариях нам может понадобиться, допустим, закрыть автомобиль, находясь просто сзади и не имея ключа, или открыть. И мы это успешно можем делать. Плюс, если мы держим эту кнопку, то получаем доступ в багажное пространство. Это то, за что любят 4Runner. И таким же образом мы можем все это закрыть. И не открывая никакие двери, вы можете что-то подойти, положить. Как вы это в целом будете использовать, это только ваше дело, сценариев миллион. Но то, что это полезно на практике, в отличие от фонарика у водителя, это точно. Багажное пространство. И из-за того, что у нас здесь iForce Max, мы получаем плюс 12 сантиметров от обычного 4Runner. Вот эту вот ступеньку, соответственно, увеличивается погрузочная зона, соответственно, становится меньше места в целом по объему. А если вы еще и невысокий человек, то погрузка будет достаточно неудобной, скажем честно. Хоть здесь и есть подстаканники с потенциалом для третьего ряда, третий ряд тут, как я уже сказал, невозможен. 1200 литров мы имеем, если второй ряд разложен, и 2300, если он сложен. Как я уже упоминал ранее, у нас есть здесь 120 вольт, выход розетки. И есть очень интересная история. Помимо вот этих всех сеточек, вот этих всех крючков и креплений, это само собой в таком автомобиле просто база, они обязаны тут быть. Есть очень полезная вещь, встроенный компрессор. Вам не нужно ничего возить с собой, и прямо отсюда вы можете подключиться и подкачать или сдуть свои колеса. Потому что что вы будете делать, когда будете ехать по бездорожью? Как правило, стравливать. Люблю СРТ, но сегодня не про это.
как правило, стравливать, и компрессора могут ломаться, с ними может происходить что угодно, вы можете их терять, и это супер полезно. Я бы вообще такую функцию ставил абсолютно в любой автомобиль. Чуть не забыл, в самом конце еще есть, естественно, шноркель, а то потом скажете, что я не упомянул. Думаю, больше ничего особо важного нет. В ближайшие 15 лет, наверное, опять ничего не будет обновляться. Всем спасибо, что смотрите. Если захотите привезти из Америки любой автомобиль, все мои контакты в описании, пишите, я вам обязательно помогу. Огромной удачи и пока!